Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Начинаем новое видео с того, что день не задался. Сейчас мы с Ладой собрались ехать на Deutsch-курс. Кстати, нам сегодня должны сообщить результаты нашего экзамена по немецкому. Вот Лада уже в машине сидит. В общем, я погружал вещи в машину. В рюкзаке я вез подарок для нашей учительницы. У нее день рождения. Смотрите, что мы ей купили. Вот такой вот шар. Это Kristallkugel по-немецки называется. Смотрите, прикольный такой. По нему можно будущее гадать на подставочке. Все это лежало у меня в рюкзаке. И вот еще, так сказать, статуя Будды, которая вместе с рюкзаком упала и разбилась. К чему бы это, я не знаю. Короче, причина этого падения вот в этой пластмасске. Новый рюкзак у меня, абсолютно новый, купил его в интернете, но пластмасска оказалась очень слабенькой. И, короче, когда я с одной лямки снял рюкзак, вторая лямка не выдержала, пластмасска лопнула, и рюкзак грохнулся. Вот смотрите, Kristallkugel остался целый, а Будда пошел в нирвану. Вот такая у нас сегодня ситуация. Очень хороший знак. Может, не очень хороший знак, а может, нормальный. В общем, придется сейчас заехать снова в супермаркет, выбрать какой-то новый подарок. А Будду уже как-то, наверное, где-то оставить. Не знаю. Он, кстати, я думал, он деревянный, а он пластмассовый. Зато да? мы теперь знаем из чего. Надувательство. Не, ну правильно, у Будды внутри должна быть пустота. Мы с друзьями пришли в магазин Оби для того, чтобы купить что-нибудь вместо поломанного Будды. Покажи, что можно купить. Меч джедая, да? Ну ладно. На самом деле мы вот такое обнаружили. Смотрите, какие прикольные обезьянки, коалы. Я не знаю, что это такое. Что, может это такое что-то? Это растет прямо в колбе закрытой. Да. И как оно, чем оно дышит там? А Кактус? зачем ему дышать? Ну да, типа кактус. Ага. Типа кактус подарить. Только, ну, вообще вид какой-то, как пробирка какая-то. Вид не презентабельный, но интересно, да? Вот еще калы всякие. Ну кактус вообще как бы кактус дарить. Так что, вот такие цветочки красивые. Да, вот либо орхидеи. А это, смотри, оно выглядит Ну, как пластмассовое, но да, это да, оно как искусственное. но оно настоящее, да? Оно настоящее. Оно в горшочке растет, да? Горшочки, да. 17 евро. 17 евро. Так давай, мне нравится. Или в другой вариант вот такие, да, цветы? Ну, мы вот эти еще смотрели, и вот это сзади, ну, орхидеи, как вариант. В общем, решили вот такого Будду, более настоящего, полного, не пустотелого купить. Сейчас идем на кассу. В Германии до сих пор популярны вот такие линейки. Смотрите, линейка, которую, ну, вот надо разворачивать, да, вот так вот, типа. Я помню, в Советском Союзе такие тоже делали. Но это как бы у нас считается старье какое-то, никто им не пользуется. У нас все такими рулетками пользуются, как их тут даже нету, да? А, вот такими. Вот такими. Она что, удобная, Саша, как ты думаешь? Ну, я думаю, что смотря для каких ситуаций. Ну, настройки, прикинь, ты полчаса Во-первых, стоишь. здесь вот есть, я недавно тоже, кстати, заметил, можно ты градус уже посчитать, Выставляешь, выставить ага. градус, сколько тебе нужен. Не знаю, для градуса существуют другие. А прикинь, ты Ну, стоишь. настройки. И я Саша, так понял, прикинь, для того, ты- чтобы сделать еще вот так вот. Так это полчаса только на разворачивать его надо. Что, если тебе надо что-то померить? В Кауфланде мы купили вот такие красивые подарочные пакетики украинской расцветки такие вот. Вот сейчас Лада будет упаковывать, я держу. Давай, Она не помогай. разбить Да, главное теперь еще раз. очередного Будду. Иначе тогда экзамен точно не сдадим. Так, Будда. теперь конфеты ложи, да? Конфеты вот такие вот красивые. И где наш
самый главный подарок. В рюкзаке, сейчас тоже найдем его. Но оно может побиться. Да? Ну, если аккуратно, то О, так оно ничего. прямо будет Да. в лотос ложится. Класс, да? О, так Так и если должно оно, быть. если оно будет держаться. Слушай, это ты сейчас пока не ложи, положи в это, пока довезем еще раз разобьет. Смотрите, какая прелесть. Вообще. Да. Мы приехали уже в Гёпинген к нашей языковой школе. Вот сейчас девушки несут подарки. Будем поздравлять. Но самое главное, мы сегодня сейчас возьмем в секретариате наши сертификаты и узнаем, насколько хорошо мы сдали экзамены. Что-то вот это вот предвестие, разбитый пустотелый Будда, мне кажется, свидетельствует о том, что с экзаменами, наверное, не все так хорошо, как мы думали раньше. Наверное, не поздавали, да, Влад? Сейчас узнаем. Так, учительницы нету пока. Ну что, как мы поставим прямо на стол, да? Сзади поставим, а потом покажем. Ну все, мы получили сертификаты. Сейчас, друзья, выйдем на улицу, потому что тут много людей. Покажем вам сертификаты и расскажем, что получилось, какие у нас оценки. Но вы не поверите, абсолютно неожиданный результат наших экзаменов. Все надо мной смеются, все прикалываются, потому что никто не ожидал такого результата. В общем, все говорили, что Лада знает немецкий лучше, чем я. Она на уроках шпрехала, рассказывала, разговаривала, была активной. А я сидел и если открывал рот, то коряво, косо, как попало. Но вы не поверите, я получил B1. То есть я сдал экзамен на отлично практически. Вот мой сертификат. Здесь написано B1. А Ладе не хватило 1 балла. Это так обидно. И все надо мной прикалываются. Как только я сейчас открываю рот и говорю вот эти все свои неправильные фразы, все надо мной ржут и говорят B1. Виталика теперь кличка. У меня теперь кличка B1 в классе. Друзья, вот сейчас вам покажу сертификат Лады. Ей присвоили уровень А2. Ну и здесь экзамен разбитый на 3 уровня. То есть там Хёрен, Лезен, Шпрехен, свои баллы. Там, короче, ей просто по Шрайбену, по письму не хватило 1 балла для того, чтобы получить по письму B1. И тогда бы у нее общий тоже был бы B1. Ну да, разговор на B1, вот, Шпрех это разговор B1. А Шрайбен это письмо, это надо, чтобы было 15, а у меня 14. Да, а у меня всё, на да. письме просто стоит 16 и все. С автоматом B1. И автоматом да. бы, а ей хватило бы 15 даже. То есть 1 балла Ладе не хватило для того, чтобы получить сертификат B1. Ein bisschen, aber normalerweise, nein, normalerweise, die schreiben und И это было очень неожиданно. В общем, все удивлены, потому что из нашего класса, в нашем классе 16 человек, сдавал экзамен, только 5 человек получили B1. И из тех, кто учится первый раз, это только я получил B1. Все остальные либо повторный курс, либо это люди, которые здесь уже давно живут.
в Германии по нескольку лет. Они, может, учились, да, даже раньше? Да, 2 года девочка албанка училась 2 года уже, но она самостоятельно по YouTube очень хорошо говорит. А у нее уже B2, мне кажется. Парень из Косово тоже живет здесь 7 лет, насколько я понимаю, 9. да? 9 лет, да. И он уже говорит вообще, четко говорит. Потом девушка-студентка очень четко говорит, училась здесь в школе, хотя не очень долго, но все равно. То есть, как я попал в эту категорию, в этот список, я подозреваю, это благодаря тому, что последний месяц на курсе мы не учили немецкий язык, мы учили, как сдавать экзамены. Вот в чем было дело. Это нам очень помогло, в принципе. Да, нам рассказали просто, что нужно делать, на чем концентрироваться, что лучше предпринять в том или ином случае, если ты там недопонимаешь чего-то там и все. Ну В общем, да, письма мы просто заучивали еще наизусть. Просто вот эти диалоги заучивали наизусть. У нас были книжки, ну есть книжки с диалогами, с письмами. Мы их просто учили наизусть, чтобы понимать хотя бы вообще их ход мыслей, как они это все говорят, какими фразами. То есть это нам, в общем-то, это сильно помогло, но на самом деле это хитрость. Мой уровень совсем не B1, потому что B1 предполагает, что я должен разговаривать на такие самые простые бытовые темы, быстро, бегло, причем правильно строить предложение. Хотя, конечно, допускаются ошибки, но я так не умею, я говорю на все эти темы, но очень коряво, полностью бывает шиворот на выворот строю предложения, использую глаголы не в том падеже. Ну, немцы меня понимают, да, там им достаточно, знаете, как типа просто ткнуть пальцем и сказать вот это там. Ну, Darf ich Video drehen? Ja klar, bitte. Was ist das? Wir sind der Verein Kreis Göppingen Nazifrei. Wir setzen uns ein gegen Nazis, gegen Faschisten. Gegen Faschisten. Ah, Gegen Faschisten. ja. Danke schön, danke schön. Haben wir einen Anstecker vielleicht? Ah, das ist hier. Hier. Genau, für Sie auch einer. Oh, danke schön. Das ist kostenlos? Kostenlos, alles kostenlos. Können gerne was mitnehmen. Dankeschön, dankeschön. Вы знаете, как иногда Поэтому вывод мы общаетесь. делаем такой, что бумажка это бумажка, а реальный уровень знаний это совершенно разные вещи. И 9 месяцев, в принципе, я считаю, очень мало. Вообще для того, недостаточно, чтобы нет. Хорошо, Такой, B1 получить. такой объем информации впихнуть себе в голову, там, 1000 слов, одно, и второе, что получить практический навык построения предложений на ходу, а в немецком языке предложения строятся очень сложно, и там строгий порядок слов, это просто невозможно за 9 месяцев. Хочу всем сказать, кто учит немецкий язык, даже не надейтесь. Если вы его не учили раньше, то это безнадега. Всех, кто говорит здесь на немецком, я спрашивал, кто нормально говорит, вот включая нашего друга Даниила, они учили его раньше или уже учат его здесь долго. Поэтому, в принципе, то, что я получил B1, это даже грустно. Это грустно. Потому что Виталик теперь не имеет шанса получить повторный курс я не могу. Получить повторный курс и лучше выучить, и реально выучить B1. Да. У Лады, кстати, есть теперь такой шанс. Она получит 300 часов на повторное обучение и будет классно разговаривать. А я, увы, должен теперь только дома. С одной стороны радость, да, вот как бы, а с другой стороны, я сначала расстроилась, а потом обрадовалась, думаю, так это ж класс. Но могло быть еще хуже, друзья. У нас 2 человека в классе вообще не сдали этот экзамен, то есть им присвоили уровень, который называется Unter A2, то есть это ниже А2. И, в принципе, Вот, это, вот, да, покажи. вот есть тут Градации. такая табличка, в которой написаны, какие баллы должны быть, для какого уровня. Вот, кому интересно, изучайте табличку. И вот самый нижний уровень написано от Prüfung für Unter A2 и какие баллы должны быть для того, чтобы ничего не получить. От просто. и до. Некоторые там говорят, вот, вы стараетесь там не сдать. Мы старались. Мы старались, это- да, ты мы неправильно старались. выражаешься. Мы, кстати, выкладывались по полной. Да, Мы старались, да. мы учились и дома. Да. Вообще вам скажу, что надеяться только на то, что вам в школе расскажут и научат, вообще нельзя. Если вы дома сами ничего не делаете, то вы получите Unter A2, то есть вы не получите У нас уровня. 2 человека так вот
Да, два Теперь человека из жалеют. нашего класса так и сделали, они Да. дома не занимались. Но их можно понять, сложное положение, непонятная какая-то ситуация. То ли они будут возвращаться в Украину, то ли они продолжат здесь жить. и Нужен ли им вообще нужен ли этот это язык, немецкий? да. Они еще не определились, поэтому они как бы и не учили. Это уж сложно, надо заниматься. Я думаю, сейчас они уже больше понимают, но тогда, 9 месяцев назад, когда мы пришли на курс, они точно не знали, нужен ли им этот язык, и поэтому как бы с прохладцей А теперь отнеслись. жалеют. Теперь вот наши друзья, они говорят, ну все, в следующий раз будем учить. и на Но следующий- они получают возможность полностью пройти этот курс сначала. А вот Лада, например, получает только 300 дополнительных часов, а я вообще ничего не получаю, то есть я вообще не могу дальше учиться, мне нужно теперь идти искать работу. Так вот вопрос, зачем я старался? Напишите мне, друзья, что мне Молодец, стоило. Виталий. Бэйнс. Бэнс уже теперь у меня кличка, и все надо мной прикалываются, друзья. Что так нельзя, просто так нельзя. Какой Друзья, Бэнс? поздравьте Виталика, он молодец. А знаете, чем... Единственный со всех начинающих сдал Бэйнс. Это тоже этого большого стоит. Ну да, я Молодец, да. единственный человек, кто впервые пришел на курс и сразу с первого раза сдал. Это, наверное, в какой-то степени уникально, но, в общем-то, если вы хотите меня поздравить, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Мне будет приятно, я буду знать, что вы меня поддержали. И буду дома доводить уже свой уровень до B1. В итоге мы посмотрели на эти результаты и пришли к выводу, что Лада перестаралась с письмом. Представляете, перестаралась. Она написала письмо в 2 раза длиннее, чем я. И мне поставили больше баллов. Она больше слов знает, реально. Она умеет писать и составлять предложения более правильно. Но когда ты пишешь длинное письмо, ты, видимо, делаешь больше ошибок все-таки, да? А я постарался написать только те предложения, которые точно знал. Не надо фантазировать на брюфинге, надо писать только то, что знаешь. Не надо вольности, там, а вот я напишу такое, а вот мне Ну да. хочется выпендриваться. Не надо, и будет все хорошо. И вот она не добрала, получается, этот 1 балл до проходного B1, и все, 1 балл, как обидно. Sehr interessant. Ich komme. Aber die Pflanze, ich liebe die Pflanze. Ja. Ich habe eine, so, und so 2. Zusammen. Ja. Genau. Frau und Mann. Jetzt Frau ist es und leer. Mann, ja. Genau. Und Kristallkugel. Ich habe gesehen, Moment. Потом, Da haben Sie sich aber viele Gedanken gemacht. Das ist gut. Ich sehe, Sie haben gut. Wunderschön. Wunderschön. Also, zuerst das. Kristallkugel. Ja. Ja, das ist. Ich will wirklich. Seit vielen Jahren denke ich kaufe mir eine Kristallkugel dann. Kristallkugel. Und mein Freund sagt immer zu mir, Raffaella, du hast im Kopf eine Kristallkugel. Also, vielen Dank. Wunderschön. Ich schicke das Foto meinem Freund. Dann sagt er, ich will. Sehr, sehr, sehr schön. Und ein bisschen Süßes muss auch dabei sein. Vielen Dank. Jana, vielen Dank. Alban. Ja. Ja, gut. Also dann, hier, meine Barbe. Hier. Hier, Reporter. Guck mal, das ist Italien-Tour. Sehr gut. Hier, Italien, sehr gut. Hier, Roma, hier, Roma. Sehr gut. Vielen Dank. После того, как мы сдали экзамен на уровень немецкого языка, у нас начался курс, который называется Leben in Deutschland, то есть жизнь в Германии. Там мы изучаем всякие политические вопросы, связанные с Германией, с устройством политической системы, исторические вопросы. Это, в принципе, нужно для получения гражданства, потом может пригодиться. Ну, в общем, и этот курс уже заканчивается. Мы последние дни сейчас учимся. И вот вчера договорились всем курсом, что устроим пикник. Небольшой пикник в честь окончания. И Лада сейчас на кухне там шаманит рыбу. То ли жарит, то ли печет. Надо пойти посмотреть, что она там делает. Так, вот здесь показывай, где твоя рыба, как ты ее готовишь.
Рыба. Ага, ух ты. Какая рыба вообще, скажи? Это скумбрия с морковкой и с луком. Мгм. Скумбрия свежая, мороженая. Мгм. Вчера мы специально заезжали в магазин вечером, Да. купили эту скумбрию. Лада теперь ее вот здесь вот запекает. Как ты ее потом положишь в судочек, да, возьмем с Да, собой в машину, да, поедем, да. будем делать, так сказать, Уже угощение. готово. Знакомые украинцы сейчас едут в Украину ненадолго и согласились передать посылку. Ну, то есть взять с собой в маршрутку, на которой они едут. И мы вот тут насобирали, видите, Лада показывает. Это, кстати, знаете что? Это подсвечники. Туда внутрь вставляются свечечки и можно освещать такие красивые светильнички. Очень актуально для Украины сейчас. Да, потому сейчас что в Украине- там света нет, Мгм. и это будет как фонарики. Помимо прочего, в Украине сейчас очень трудно со светом. И, в принципе, из-за этого мы эту посылку и собираемся отправить. Ну, сначала... Самая главная вещь, которую мы хотим передать, из-за чего мы посылку шлем, это вот эта вот штучка. Это для... Расскажи, Виталий, для чего? Это инвертор. Это преобразователь тока с 12 вольт, то есть от обычного машинного аккумулятора на 220. Это очень классная штука, когда мы были зимой еще в 2022-2023 году в Ирпене, то там тоже тогда подолгу отключали свет, ну не было света практически. И эта штука нас спасала. Мы Это брали... было нашим спасением. Я даже знаю, куда что подключать, Да. как это все работает. Даже котел у нас работал от этого инвертора. Мы ставили свой машинный аккумулятор возле котла газового и подключали. И это работало часа 2 или 3 от Да, аккумулятора. да. Да, но мы почему-то его забрали с собой, не оставили в Украине. А почему? Потому что этот инвертор, он работает и в автомобиле, и поэтому прихватили с собой это. Но она нам не пригодилась, эта вещь. А вот теперь, когда в Украине вот такое сложное положение со светом, то нашим друзьям это очень пригодится. И мы им сейчас передаем это, ну и в нагрузку какие-то вкусняшки. В общем, купили мы в Украину еще сыр, передаем швейцарский, и какое-то печенье. Мы, кстати, сами его они не пробовали. попросили печенье вот наподобие такого. Ну, накупили всякого. Приехал я к Алди с посылкой вместе. Сейчас должен подъехать автобус, на котором люди уезжают, и я передам эту посылку в Украину. Надо только дождаться. Все, посылка уезжает, вон автобус стоит. Передал. Теперь через день, через два будет этот наш инвертор помогать людям без света в Украине, нашим друзьям. Пока мы с Сашей ездили посылку отвозить, то наш курс уже здесь, в парке, в таком красивом парке. Вышли, нашли столик и уже здесь устроили пикничок. Сейчас посмотрим и тоже присоединимся. Hallo zusammen! Hallo! Wie geht's? Sehr lecker? Sehr, sehr lecker! Okay, wir auch möchten. Так, посмотрите, что тут у нас есть на пикнике. Вот такие всякие явства. Света, это ты понаготовила это все? Нет? Все по чуть-чуть готовили. А кто вареники готовил? Рома. А Рома вареники Это Лада, готовил. это Света готовила, это Юлиана, Окей, это мы все и много-много сладостей. окей, пробирая. Возьму Не это. помнишь, яку я так? Так, все веселятся, все кушают. Смотрите, на самом деле это называется Grünes Klassenzimmer, то есть зеленый класс нашей школы. Вот, это не просто так мы в парке тут присели, это зеленый класс, специально сделанный стол для таких мероприятий. Рядом здесь фрайбад, то есть открытый бассейн.
для того, чтобы здесь люди могли купаться. В прошлом году этот бассейн работал, а в этом году он на ремонте, видите, так уныло стоит, никого нету. Тут раньше детвора бегала, шумно было. Ремонтируют, наверное, устарел уже. Ну ничего. А вот еще, смотрите, беседка. В беседке здесь всегда сидят какие-то люди. Это, наверное, немцы. Собираются, у них такой тусняк. Тоже они тут, не знаю, музыку иногда слушают. Может, травку курят, чем-то занимаются. В общем, тоже у них свое времяпрепровождение. Интересное такое место. Это, в принципе, окраина Гёпингена, если так можно сказать. Тут как бы город в город перетекает, поэтому не совсем понятно, где совсем край. В общем, за этим парком еще вот жилые дома есть здесь. И причем такие симпатичные жилые дома. Сейчас покажу вам. Чтобы вы имели представление, где мы находимся. Смотрите, неплохие такие дома возле парка. И тут целый квартал такой. И дальше Гёпинген заканчивается. И начинается сразу же, без перехода практически, начинается Айслинген. Другой городок немецкий. Гёпинген является районным центром, так сказать, центром округа Гёпингена в земле Баден-Вюртемберг. А Айслинген такой городок, простой городок. Вот отсюда видно, что там есть горка в этом открытом бассейне. Как у нас говорят, это аквапарк, но здесь это называется фрайбад. В главных ролях нашего сегодняшнего фильма Сергей Танцин. Итак, друзья, можно сказать, что вместе с завершением языковых курсов у нас завершается некий этап нашего пребывания в Германии. И начинается какой-то новый этап. Не знаю, что дальше будет, но сейчас напоследок я вам хочу рассказать одну особенность жизни в Германии, которую мы выяснили вот по ходу событий. Есть одно небольшое отличие в том, как указывают почтовый адрес на письмах и на посылках в Германии, и так как у нас в Украине. Отличие небольшое, заключается только в том, что в Германии не указывают номер квартиры. Никогда. Это связано с тем, что он практически не нужен. Здесь заведено так, что на каждом почтовом ящике, на входе в дом, вот, например, в этот дом, на каждом звонке должна быть написана фамилия жильца. Поэтому почтальон как бы наводит фамилию и бросает туда письмо, либо же звонит звонок, если принес посылку и всякое такое. Мне кажется, эта особенность в какой-то мере нарушает конфиденциальность человека. То есть на всю улицу написана фамилия жильца, как бы можно человека любого запросто вычислить, получается. Ну, как бы это для нашего менталитета не очень приемлемо. Мы всегда прячемся. Ну, мало ли, какие-то злоумышленники могут воспользоваться этим. Ну, в общем, ладно, принято, да принято, бог с ним. В общем, для меня это не имело никакого значения до тех пор, пока из-за этого не произошел один интересный случай. К моей маме должна была прийти социальный работник. Они здесь очень любят бумажные письма, и поэтому написали бумажным письмом, сообщили, что они придут с 8 до 10 в определенный день. И у них есть адрес, где мама живет. И, в общем-то, в принципе, они сочли, что этого им достаточно. Но они не учли, что на некоторых домах, например, там, где живет моя мама, звонка с фамилией нету, поэтому, не зная квартиру, ты как бы не постучишь в дверь. Вот. Я тоже знал это, поэтому ждал социального работника в назначенное время возле входа. Но беда в том, что у этого здания два входа. Один с нижней стороны, другой с верхней стороны. И я не знал, к какому входу она придет. И, в общем, эта женщина пришла, наверное, ждала недолго, посмотрела, что нету на звонке фамилии, попробовала нажать на кнопки, звонки не работают. Причем дверь была нараспашку. Заходи в здание, ищи номер комнаты, квартиры, стучи, и ты попадешь. Но она не знала номера квартиры, она не знала моего номера телефона, маминого номера телефона. Это все из-за того, что они вот надеются на эту систему, что
все должно работать четко. Вот типа подошел к дому, нашел нужную фамилию, нажал на звонок, на звонки ответили и открыли. А так не сработало, и все. Я, короче, пока я бегал от одного входа к другому, чтобы ее не пропустить, я ее прозевал все-таки. Потому что через какое-то время я обнаружил бумажку в почтовом ящике. На почтовом ящике у нас есть фамилия, где было написано: мы приходили в такое-то время, мы вас не застали. Блин, да что ж такое? Это вообще какой-то нонсенс. Я не знаю, либо не очень-то хотели, но либо вот эта вот дурацкая система, когда ты надеешься на то, что все будет работать, а оно не работает, ну это глупость. Почему было не попросить у меня сразу же номер телефона для связи? Мы могли бы созвониться и найти друг друга в течение 3 минут. Вот, такие особенности бывают. Ну ничего, все закончилось хорошо. Там на том листочке, который они оставили, там был написан email. Я им сразу же написал и сказал: вот мой номер телефона, вот номер комнаты в общежитии, где живет моя мама. Вот, короче, все данные. Не надо так поступать. Звоните мне, я вас встречу. Просто я не знал, на какой вход вы подойдете. В общем, вот такая вот случилась ситуация. Ну и назначили они новую встречу. Не знаю, когда она состоится. Но зато на следующий день таким же точно образом маме привезли коляску для ходьбы. Я вам сейчас покажу. Приду и покажу, как она выглядит. Это называется роллатор. Это такая 4-колесная колясочка, на которую человек может идти, опираясь, и не падать. Там тормоза есть. Интересная, прикольная вещь. Мамусь, привет. Здравствуйте. Как дела? Как ты себя Да, чувствуешь? прослушиваю последние Новости. известия. Так правильно, правильно. Ну что ж, мамусь, я вижу, ходишь ты с трудом. Значит, не зря мы тебе купили этот роллатор. А что он называется так? Роллатор, да, называется. Вот такая вот штуковина. Вот. На 4 колесиках. Сейчас с этой стороны покажу. Вот. Ну, вообще, как большая такая коляска. Почти как детская коляска. Только вместо того, чтобы было сиденье для ребенка, здесь вот сиденье для взрослого человека. Тормоза, как у настоящего велосипеда. Вот смотрите, там срабатывает, видите? Можно их фиксировать вот так. Буц, и все, это уже никуда не поедет. И на той ручке точно так же. Высота регулируется вот этой вот ручки, подъемник. А здесь можно сидеть. Что, пойдем на улицу, попробуем испытать, как ты можешь. Що це? А, вот это я тоже не знаю. Надо посмотреть. Я не нашла это самое. Честно говоря, не знаю еще, что это такое. Зачем? Он мне не показывал это. Сразу, конечно, обнаруживается проблема в том, как маме спускаться с этой коляской. Она тяжелая по ступенькам. Поэтому, скорее всего, сюда она заносить эту коляску не будет. Надо будет ее где-то оставлять, может быть, здесь, под лестницей. Может, купить велосипедный замок и цеплять, чтобы не украли. А детские коляски стоят? Стоят, да. Вот тут мы можем тоже ставить твою коляску. Вон можно к тому столбу ее прикрепить. Я сейчас посмотрю, как она выезжает через пороги. Ну, тут вроде как бы в Германии все сделано для того, чтобы нормально проезжать. Алло! Будем впервые пробовать эту штуковину с мамой. Тут, кстати, для палочки вот этой есть специальный крепеж. А ну, мамусь, как ты? Получится у тебя закрепить? Вот так. Во! И палочка стоит рядом. Я единственное боюсь, она штука достаточно тяжелая такая. И если она может за собой тащить вниз. А ну-ка снимай с тормозов, мамусь. О, а теперь потихоньку едь. Тебе нормально опираться, нет? Да, опираться нормально, только задние колеса. А, мешают тебе, да? Тормозят. А, подожди, так не нажимай на тормоз. Отпусти.
Отпусти тормоз, отпусти. Это тормозят, это потому что ты их нажимаешь руками. Мы сейчас тут чуть-чуть вниз идем, поэтому тебе может быть трудно. В горку, я думаю, даже удобнее будет идти. Во. Легче. Нормально идти? Можно выше ручки сделать, если ты... Не, нормально. Не надо выше? Подожди, ну покажи. Вот сюда надавить. Вот так вот. И там так надави. Давай, сильнее, Так сильнее. я щас Сильнее, сломаю. сильнее, не Так сломаешь. я сломаю. Так тут надо, оно уже надавлено. Не, еще сильнее. О, вот так, видишь? Все, теперь она никуда не едет, и ты можешь присесть. А ну попробуй, тебе удобно будет присесть на ней? О, Можно. О, удобно. смотри, вот так ты идешь, идешь. Потом ты устала, взяла, присела. Тут, кстати, есть, видишь, красные штучки сделаны для того, чтобы машины тебя в темноте видели, и ты отсвечивала, чтобы ты, ну, если ты, скажем, вышла на дорогу. Да я постараюсь по темному Не ходить, не да? ходить. А ну, как, сложно встать? Нормально? Не, встать ничего. А теперь снять с тормозов. Так, подожди, я соображу, як це зробити. О, сняла. Только не дави на ручки. Да. О, так. Да. О. Я понял, в чем моя ошибка. Да. Значит, я держу вот. Да, не надо так держать. А мне Вот так надо- держи, да. Да, но в момент торможения надо перехватить. Ну что, друзья, мы с мамой отрегулировали высоту ручек. Теперь мама тренируется нажимать тормоза, тренируется поднимать коляску вверх, то есть подниматься с коляской вверх, опускаться вниз. Кстати, оказалось, что опускаться вниз самое трудное, потому что коляска под своим весом тянет вниз. Ну ничего, я думаю, мама приловчится. Пока еще даже вот она ногами спотыкается иногда. Но все это наживное, со временем привыкнет к этой штуке. Уже сейчас она сказала, что это гораздо удобнее, увереннее ходить. Уже точно она не упадет, потому что было один раз зимой, когда она упала. А я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотры. Всем желаю счастья, мира и до встречи в следующих видео.